Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке покажу, как вязать красивую подставку под горячее, либо салфетку, либо ковер. Это как вы уже сами пожелаете. У меня есть вот такая заготовка. Идеальный круг. Здесь 6 рядов столбиками с накидом. Как вязать такой круг без видимых следов перехода на новый ряд, у меня есть подробный мастер-класс. Ссылку оставлю в описании под данным роликом. Там 3 варианта перехода на новый ряд. Какой использовать, выбираете сами, как вам удобнее. Так, заготовочка у меня уже есть. Вяжу из шнурочка Карамель Baby 2 мм. Заказать такой шнур со скидкой 10% можно по моему промокоду. Опять же, все оставлю в описании под данным роликом. И вязать буду крючком номер 3. Итак, сразу начинаем с обвязки. Формируем первую петлю. Так, и в любом месте, где угодно, заходим под нашу косичку с лицевой стороны и вытягиваем через эту сформированную петельку сразу длинную петлю. Длинную вытянули, делаем накид, еще раз сюда заходим, вот так вытягиваем петли, раз, делаем накид снова второй раз и третий раз. Вот что у нас должно быть на крючке: раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 вот таких петель. Да, вытянули, протянули сразу все. Далее набираем 3 воздушные петли. Раз, два, 3. Снова делаем накид. И смотрите, как я захватываю самые нижние петли. Раз, снова накид, 2, накид, 3. На крючке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. Протянули, только протянули, ничего не провязываем. Далее делаем накид и, пропуская одну петлю, идем в следующую. Вот таким образом у вас должно получиться. Раз, вот это накид, длинная петля, раз, накид и длинная петля, 2, накид, длинная петля, 3 и накид, длинная петля, 4. То есть считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот все последующие вяжем таким образом. Накид и длинная петля, чтобы на крючке было 8 петель, плюс вот эта 9, которая образовалась, когда мы провязывали вот этот верхний пышный столбик. Теперь все вместе провязываем вместе с этой петлей и набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накид. Смотрите, как мы верхний столбик провязываем, захватывая самые нижние 2 вот эти петельки. Раз, накид, 2 и накид, 3. На крючке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. Все вместе провязали, вытянули вот такую петлю. А внизу, опять же, снова делая накид, одну петлю пропуская в следующую. Раз, накид, 2, накид, 3 и накид, 4. Чтобы здесь было 8 петель, а вот это 9. Так, смотрите, чтобы когда вы вытягиваете эти петельки, ваши все пышные столбики были приблизительно как бы, ну, красиво будут, когда они на одном уровне, то есть когда вытянутые петли одинаковые. Все вместе протянули. Набираем снова 1, 2, 3 воздушные петли, накид, 1, 2, 3. Протянули. Снова накид, одну пропуская.
Вот, смотрите, что у нас получается. И таким образом через одну, пропуская одну петельку в следующую, да, вот чередуя, мы провязываем вот такие пышные столбики. Обвязывайте сами полностью весь ваш круг. Я показала, как это делать, а я в итоге потом в конце покажу, как закрыть красиво ряд. Итак, когда обвязали полностью всю салфетку, смотрите, вот мы провязали последний элемент, вытягиваем ниточку, заходим с изнаночной стороны, и закрываем с изнаночной стороны, то есть вытягиваем эту петлю, делаем ее поменьше, провязали и еще раз провязываем, чтобы зафиксировать. Обрезаем нашу нить. Все, далее хвостики можно прятать, то же самое, как и первый хвостик вот в начале вязания. Все это мы прячем, обрезаем и прижигаем зажигалкой. Итак, смотрите, какой получается результат. Такая объемная, красивая обвязка, которая вяжется легко, то есть идеально подойдет для подставки под горячие, для салфетки. Можно связать одну большую салфетку, несколько маленьких, то есть сервировочные салфетки. Можно связать ковер. Идеальная вот такая массивная, красивая, рельефная обвязка. Вот, смотрите, как смотрится поблизости эта обвязка. По-моему, очень даже красиво. Если вам полезен был мой видеоурок по вязанию вот такой вот оригинальной красивой салфетки под горячие, если вам полезен был мой видеоурок по вязанию вот такой вот оригинальной подставки под горячие, салфетки, вот такой вот обвязки, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.